Всем привет! Меня зовут Ева Бьюти. Добро пожаловать ко мне в гости. У меня тепло и уютно, даже жарко. Я обожаю жару, когда горячо. И сегодня, кстати, очень жарко. И у меня появилось желание поговорить о парфюме. И не просто о парфюме, а о белорусской парфюмерии. Представляете, у нас в Беларуси, а именно я живу в городе Минске, в последнее время появилось очень много так называемого белорусского парфюма. И причем я недавно была в торговом центре столицы, и там все переделали так вот под белорусские бренды. То есть если вы приезжаете к нам в гости в Минск, то если вы хотите приобрести очень много белорусских товаров, сладостей, одежды, это все можно сразу приобрести именно в торговом центре столицы. Естественно, так как там такие вот изменения произошли, я там гуляла и натолкнулась на такой вот островок под названием «Белорусская парфюмерия», именно Этип. Раньше на этом месте была другая аналоговая парфюмерия, но меня, конечно, заинтересовало то, что там можно приобрести флакончики для сумочки. Если в подробности влезать, что же такое белорусская парфюмерия Этип, то я изучила этот вопрос, заглянула, у них есть и свой сайт, и свой инстаграм, кстати, очень неплохой. Там написано все кратко и по делу. 4 года на рынке, более 200 ароматов. Меня это удивило. Ну и эти островочки с тип парфюмерии я видела в столице и, по-моему, еще и в Данамол, может быть, еще в каких-то торговых центрах они есть. Если вы встречали, напишите. И ваше отношение к этой парфюмерии. Мне будет очень интересно, какой же там дизайн. Ну, я купила парфюм от Этип, сразу сольюсь, так скажем. Я сразу покажу, как оформлена бутылочка. Вот так вот оформлена бутылочка. И, в принципе, они все в таком стиле, то есть там есть 15 миллилитров, это для сумочки очень удобно, 30 миллилитров, вот я приобрела, тоже для сумки подойдет. Также есть 50 миллилитров и 100 миллилитров. Причем написано, что партнеры в производстве это известные парфюмерные дома Франции. Я подпишу, если я неправильно произношу, RGVille и Main. Вот такие вот дома известные. Ну, я где-то уже слышала. Ну, вот такая вот у них, скажем так, история. Также у них в ассортименте, я обратила внимание, как и у всех, в принципе, аналоговых таких вот бутиков парфюмерных в Беларуси, есть 3 видов ароматов. Это обычные, селективные и именно Этип, то есть их собственные от их вот дома, как я понимаю. И цены, естественно, разные. На обычные ароматы одни цены, на селективные, вот я посчитала, где-то на 22 белорусских рубля дороже. Ну, в принципе, удобный формат, иногда себе можно позволить. У нас есть аналоговая парфюмерия подороже, я даже назову, не буду скрывать, это Азмирли. Здесь благо, что можно купить флаконы поменьше, попробовать. Зачем огромную бутылку покупать? Ну, если уже понравился аромат, почему нет? Ну и вот это видео полностью посвящаю именно этому аромату и еще 11 ароматам, которые я распробовала с блоттеров. То есть у них есть вот такие вот блоттеры, в принципе, неплохие. Еще меня удивило, что там именно надо брать за номер, где девушка подписывает. Вот это очень важно. Они на это, их это, наверное, бесит, то, что люди берут и нюхают с другой стороны. Им постоянно по 10 раз нужно напоминать, что блоттер брать там, где номер написан. Меня это удивило. Честно, я хотела снять вообще такой отзыв отрицательный, так как как-то мне в первый раз не повезло, когда я подошла, попробовала 4 аромата, и все они мне не понравились. Это табако, ваниль, урба пура, потом еще вот этот аромат чистоты Байреда Бланш, и был еще 4-й аромат, они мне все как-то не запали в душу. 4-й аромат был Ксерджов More Than Words, больше слов.
ну, как-то они мне вообще не зашли. Это говорит о том, что нужно все-таки распробовать парфюмерию, особенно нам, девушкам. У нас меняется и гормональный уровень, и настроение. В один день мы чувствуем такой запах, в другой день другой запах. Иногда аромат как-то раскрывается. Поэтому это очень важно. Я так подумала, и один раз у меня было свободное время, я гуляла по столице и зашла опять. И уже попалась еще очень интересная девушка, консультант в зеленом платье с крестами на ушах. И тут крестик, очень стильный такой у нее был макияж. И она молодец, она без вот этой вот спешки, она все мне показала, рассказала, очень стильная девушка, очень много зависит от консультанта. Вот мне в торговом центре столицы очень понравилась эта девушка в волшебном зеленом платье, прям у меня поднимается настроение. И смотрю, как записывается мой звук, он записывается, ставлю эту коробочку и начну с аромата, который я приобрела, естественно, чтобы сразу так вот рассказать. Это аналог аромата Byredo Blanche. Я пробовала, естественно, все эти духи, я их разнюхивала, их оригиналы, поэтому они меня и заинтересовали. Я решила попробовать, как они будут звучать именно вот в этом бутике аналоговой парфюмерии Etip. И вот такая вот упаковка у аромата. Кстати, здесь так и написано: изготовитель ООО Ninel Parfum, Республика Беларусь. По заказу и по собственной рецептуре ООО Sense Cosmetic. То есть все написано на коробочке, я так понимаю, все сертифицировано. Если бы было что-то не так, то не было бы такого огромного количества этих островков. Ну и вот он, Etip парфюм, значит, Byredo Blanche, они оформляют флакончики, я буду помещать вот здесь, как оформлен флакончик, наверное, фотографию, естественно. Byredo Blanche. Давно хотела попробовать парфюмерию от этого бренда, но парфюмерия сейчас очень дорогая. Решила приобрести, это так скрипит флакон, это я случайно так. Здесь красивый, неплохой флакончик, я уже очень много им раз пользовалась, как видите, прежде чем снять видео. И здесь красивая такая упаковочка и крышечка, нормально, сойдет. И для сумочки на каждый день то, что надо. Byredo Blanche, у них артикул это B10, и причем почему-то Byredo Blanche, хотя это как бы относится к селективу, вообще это нишевая парфюмерия, обычно она подороже стоит и в бутиках аналоговой парфюмерии, но стоила как обычный парфюм, я купила за 37 белорусских рублей, именно 30 миллилитров. А вот селектив вообще у них стоит за 30 миллилитров аж 59 белорусских рублей. Значит, что касается этого аромата, я на себя его распылю, очень хорошо распыляет, даже не жалею, на микрофон не хочу, еще раз на руку. И вот, ой, ну, действительно такой аромат чистоты, такая сумма всех ароматов чистоты, он такой хрустальный, такой... В нем прозрачное, хрустальное, порошковое звучание. Вообще аромат Byredo Blanche, он посвящен белому цвету, такому чистому, невинному, идеальному. И здесь скопировали очень даже неплохо. Если заглянуть на сайт, то написаны те же ноты, что и на фраге для Byredo Blanche. Например, для женщин свежий альдегидный, группа цветочные альдегидные, оригинал выпущен в 2009 году. То есть аромат существует уже давно. Верхние ноты в этом аромате это альдегиды, которые вот сразу я ощущаю, роза, розовый перец, средние ноты пион, фиалка, африканский апельсиновый цвет и базовые ноты мускус, древесные ноты и сандал. У меня вообще ассоциация аромата Byredo Blanche и этого аромата, это ассоциация с ароматом дорогого отеля. Так пахнет в холле, в коридоре, в номере, вот когда заселяешься в пятизвездочный отель. Запах чистоты, свежести, какого-то вот морозного утра. Такой он белый, чистый, действительно сухой. Мне понравился этот аналог, он стирально какой-то порошковый, минеральный. Даже какой-то, знаете, известково-побелочный, да, кисло-мускусный, да, здесь такой мускус, немножечко с кислиночкой. Обожаю вот эту вот квинтэссенцию стирального порошка.
Вот кто не любит, сразу нет. Я люблю, у меня мама стирает одежду иногда порошком, покупает Tide, по-моему, и она такой аромат исходит. Я всегда хотела вот себе в коллекцию аромат чистоты. И не обязательно, чтобы быть парфманьяком и иметь аромат чистоты от Byredo Blanche, иметь большое количество денег. Можно пойти, вот, например, в Этип и купить. Очень мне нравится. Еще я слышала, что ароматы чистоты очень хорошо звучат на море. Вот хочу на море попробовать его. Говорят, что он там становится особенно красив. И я верю. Наверное, там эти альдегиды раскрываются, и мускус, и древесные ноты, база. Ну, я обладательница холодной кожи, поэтому я себя могу обливать любым ароматом. Сходит с меня не... То есть у меня нет такого вот, чтобы у меня мускус плохо звучал на мне все звучит нормально и быстро сходит. И так как я фанат вот этой одежды, когда она благоухает порошком, то мне понравился этот аромат. Тут какая-то даже, знаете, такая красивая мыльная фиалочка. Я тут в блеск свой не вымазалась. Нет, все в порядке. Продолжаем дальше. Этот аромат я распробовала 2 раза в этом бутике. То есть 1 раз мне не понравилось. Опять я неправильно беру, надо за номерок брать. Вот с блотера он раскрылся, уже база красивая, вот это вот здесь звучит, да, она хороша. Этот мускус тут такой умеренный. Со 2-го раза мне этот аромат еще больше понравился. Это действительно такой вот аромат, я вот могу бесконечно о нем говорить, потому что я хотела себе в коллекцию. Что же вот со всех каналов про эти запахи чистоты? Да, здесь запах свежевыстиранного, такого отутюженного белья. Утюгом не пахнет, но видно вот здесь вот то, что в нотах есть розовый перец, то, наверное, и прибавляет вот этой остроты. Оттого и кажется, что белье такое вот чистое и отутюженное. Также здесь у меня есть ассоциации с таким вот белым хлопком, с запахом стирального порошка и, естественно, свежий такой горный воздух. Действительно аура стерильной чистоты. Также есть еще один порошок, не только Tide, а Ариэль. Да, Ариэлем тоже отдает и освежитель с запахом морской бриз. Есть тут эта вот нота. Еще у меня ассоциируется, знаете, вот у меня есть ребенок, ему 6 лет, мальчик. И я покупаю мыльные пузыри. Так вот, когда я наношу этот аромат и подношу к носу, то у меня ощущается запах мыльных пузырей из советского даже детства. Тогда тоже были какие-то немножко аромат такой более концентрированный, но здесь есть запах мыльных пузырей, есть это. Аромат также напоминает белого куска цветочного мыла. Весной, говорят, вот эти ароматы чистоты тоже звучат по-особенному, как-то так кристально, а не порошково. Вот когда я наношу, мне пахнет порошком. Когда он уже усаживается на мне, то уже так кристально. Как раскрывается на мне, в подробностях расскажу. Сначала это стиральный порошок, а потом как-то меня окутывает, знаете, каким-то невесомым облаком тончайшего запаха белых цветов, да. Букет из пиона, флёр-д'оранжа, все такое легкое, белоснежное, красивый аромат. И все-таки я его еще хочу разносить. Я уже разнашиваю больше недели, но хочу еще больше проникнуться им. Знаете, как будто вот достаешь белье из стиральной машины. Вот этот вот аромат. Также белье, оно постирано с кондиционером. Ой, у меня что-то с ногтем, извините. Сама теперь наношу лак, и постоянно проблемс у меня, если что, извините. Вот такой я сделала себе маникюр, но все-таки долговременное покрытие есть долговременное покрытие, но такой казус случился, немножечко здесь слезло покрытие, бывает и такое. На первый взгляд этот аромат, он пахнет стиральным порошком, но по сути понимаешь, что это
вот эти вот заявленные в пирамиде белые цветы и перец. Ну, мне нравится и такая ассоциация, красивый такой, белоцветочный, немного мыльный, нежная фиалка, мыльность, чуть-чуть перца, все как надо. Что касается унисекс или нет, я считаю, что это унисекс, на мой взгляд, но скорее в сторону все-таки женскую, но на мужчине я тоже вижу этот аромат очень хорошо, кто любит нишу. Здесь, правда, стиральный порошок и мыло, они такие звонкие, колкие, слегка цветочные. Ну и вообще это действительно эталон такого свежего аромата. Я ощущаю вот эту фиалочку, легкую пудровость на заднем плане при раскрытии есть это. И немного аромат, он такой, знаете, и не только Тайд напоминает, и Тайд, и Ариэль, и еще я в последнее время, когда ребенок еще был очень маленький, покупала ушастый нянь, тоже отдает этим порошком, есть и эта нота. Ну и как я сказала, сразу при первом нанесении вот это ощущение чистоты, потом появляется, знаете, еще такая иногда ассоциация, когда я нанесу его очень много, то ассоциация, как будто меня облили водой из стиральной машины, потом вот эта вот вода, перемешанная с порошком, она мне высохла, и потом вот как пахнет вот эта корка. Такая дикая ассоциация, но есть в этом. Ну, представляете, мне нравится вот это вот too much, если нанести побольше. Да, нота горячего утюга на свежевыстиранном белье, красиво, кристальность, пудровость, даже кремовость какая-то, прохлада прослеживается, когда холодно. Тепло от перца, необычный такой парфюм. Если хотите необычный парфюм и любите запахи порошка, то это ваш аромат. Это тот самый кусок вот белого мыла, который я искала, мыльно-порошковое облачко, которое хочется вдыхать. Даже еще раз его нанесу здесь. Ой. Еще вот когда он усаживается на коже, я ощущаю вот этот вот мускус бестелесный, он такой мягкий, стерильный, красивый мускус. Также еще есть такая у меня красивая ассоциация. Я снимаю видео в конце лета, не знаю, когда смонтирую, но знаете, когда плаваешь на лодке и срываешь, или сейчас, по-моему, желтые кувшинки внесены в Красную книгу, я не срываю, но раньше срывала. Честно признаюсь, желтая кувшинка, она такая, знаете, аромат этот напоминает вот аромат сердцевины. Вот этой желтой кувшинки, она такая восковая и ароматная. Вот эта вот сердцевинка, и здесь эта нотка есть. Вообще этот аромат для меня это белый единорог. Я обожаю белых единорогов. Не поставила сегодня на фон своего розового единорога. Но я недавно засматривалась у нас в Минском ГУМе на картину единорога, и там был он изображен на картине, и вот прям действительно такой вот этот аромат, это белый единорог для меня. Запах женщины вообще еще замученной домашними обязанностями, тоже неплохо. Я стираю почти каждый день, я, можно сказать, замучена домашними обязанностями, его для себя я купила. А также здесь ощущается турецкое мыло, с помощью которого делают массаж в Турции, пенный массаж. Я была несколько раз, у них там очень такой интересный аромат, и вот есть здесь отголоски тоже от того мыла. Ну, как видите, я бесконечно могу о нем говорить. Я очень рада, что его приобрела. Мне очень понравился этот аналог. Очень неплохо он сделан. Неплохо. Следующий аромат, второй, которому я тоже хочу посвятить несколько слов, это тоже аналог Byredo Bal de Afrique или африканский бал. Очень известный, нашумевший аромат. И первое, что я ощутила при прикладывании вот блоттера, это сладость миндаля, и девушка мне тоже это сказала, что здесь ощущается вот этот сладкий миндаль. То есть вроде бы это тоже такой запах чистоты, но здесь есть вот эта сладкая нотка. Вообще вот этот аромат, он у них идет под артикулом B5, и вот если Byredo, они создавали этот аромат, посвящен он парижскому авангарду и вот этой вот африканской культуре.
ноты здесь я чувствую и нероли, африканской календулы, как они тут пишут, и марокканского кедра. Если заглянуть в пирамиду, то верхние ноты на сайте тип тоже, они такие же, как и на фраге, посвященные африканскому балу от Байреда. Верхние ноты — это вот эти вот легендарные бархатцы: лимон, черная смородина, бергамот, африканский апельсиновый цвет. Средние ноты — фиалка, цикламен и жасмин. И базовые ноты — ветивер, мускус и амбра и вирджинский кедр. Кстати, обратите внимание на вот эти базовые ноты: вирджинский кедр и амбра. Сегодня они будут еще фигурировать в других ароматах и тоже в базе. Я так понимаю, вообще эти ноты, они очень распространены, чтобы делать вот эту базу хорошую. Это ароматы для мужчин и для женщин, как и Байреда Бланш. Группа «Восточные древесные» выпущен уже чуть позже, чем Байреда Бланш в 2009 году. Ну, честно, меня этот аромат так не задел, как Байреда Бланш, но вот эта сладость мне понравилась. Хороший, свежий, немного сладковатый. Это такие вот, знаете, это уже не запах порошка, это уже альпийские горы. Альпийские горы, на вершине снег, внизу вот это озерцо. Я мечтаю когда-нибудь съездить, так отдохнуть, луга с молодой свежей зеленью. Аромат тоже чистоты, но без вот этой порошковости. Тихий, цветочный, такой сладенький. Запах дорогой уходовой, может быть, косметики. Он такой комфортный аромат. Именно вот, кстати, в 20-х годах в Париже увлекались вот этой вот африканской культурой, танцами, песнями. И вот как-то было вот эта вот мешанина отражена, мешанина Франции и Африки отражена в этом аромате. И у аналога тоже это получилось. Кстати, хочу обратить внимание, что здесь заявлен ветивер, и он здесь очень необычный. Здесь ветивер, он сладковатый, будто вот отклоняется в сторону гурманики. То есть этот аромат уже не чисто такой вот чистоты, а тут уже какая-то гурманика за счет вот этого сладкого ветивера. Аромат сочный, сладкий, терпкий, такой немного пудровый в раскрытии. Вообще такой аромат-загадка. Он для меня вот спорный. Его хочется вдыхать, вдыхать и познавать. Что я чувствую? Бархатцы и амбра в начале. Ну и потом красивый вот этот вот молочный, сладкий ветивер с цитрусом. Ветивер тут невероятный, мне очень нравится. Третий аромат, который я давно хочу в свою коллекцию, именно, знаете, благодаря кому? Консультанту. Она сказала, что попробуйте порошковость, я хотела порошковый аромат, именно Хлоя Eau de Parfum под артикулом C22. И знаете, мне даже вот этот вот аромат, он мне больше нравится, чем Байреда Бланш. Но я все-таки хотела Байреда Бланш, я купила Байреда Бланш, но этот аромат чистоты я тоже хочу. Просто если я не восполнила одну хотелку, я буду о ней думать. Вот мне хотелось на тот момент именно вот этот вот дикий порошковый аромат. Здесь вот эта порошковость очень красивая. Вот это Хлоя, он, если читать подробно, аромат для женщин и принадлежит группе цветочные. Выпущен тоже, как и Байреда Бланш, в 2008 году, кстати. И здесь верхние ноты — это пион, личи, фрезия, средние ноты — роза, ландыш, магнолия. И обратите внимание, база, как в Байреда, именно Байреда африканский бал, вирджинский кедр и амбра. Ну, как видите, белорусская парфюмерия, белорусские ароматы чистоты или аналоги белорусские на ароматы чистоты очень неплохо делают вот эту вот базу. Мне нравится. Как потом на блотере остается. Но первая ассоциация этого аромата у многих — это мистер Мускул для стекол. Я вижу, что эти ассоциации, это я прочитала на фраге, с чем ассоциируется вот этот аромат Хлоя, и многие ароматы чистоты. Мне даже захотелось купить вот этот вот очиститель для стекол, что ж там такой аромат. И если уткнуться носом, то это такой, знаете, распробовать этот аромат, то это никакой не очиститель, это очень красивый, благородный аромат. Это вообще, я считаю, эталон пудрового аромата или аромата чистоты.
Здесь очень интересный такой цветочный запах. Тоже порошковый, мыльный, но очень красивый. Настоящий люкс, ощущение какой-то чистоты и одновременно элегантности. Здесь именно вот что тут в базе, не в базе, а в пирамиде. Ландыш есть, магнолия и фрезия. Они вот и дают вот эту нотку стирального порошка. Тоненький аромат прослеживается розы и вот этой личи с кислинкой также. Это пудровый аромат, как я сказала, это классика, это легенда. Именно оригинал, он очень красивый, но мне понравился и аналог этого аромата, очень красивый в раскрытии, при нанесении. Здесь и пионы, фрезия, и кедры, и амбра, все это так можно распробовать. Такие вкусные ноты классических ароматов, которые понравятся все. Это хороший подарок будет. Вообще Хлоя это французский аромат. Ну, а аналог это, как вы понимаете, я повторюсь, это в Беларуси разливается, а вот эти все сырье, то есть все поставляется, я марки назвала. Ну, это самый чистый такой цветочный аромат, я считаю, без примеси чего-то сладкого. И чайная такая идеальная молодая розочка, да, она здесь молодая, она даже, я бы назвала эту розочку королевой цветочного мира. Лучшая вообще роза в парфюмерии именно вот в этой Хлое. Хлоя тоже представитель порошковой чистоты. Металлического никакого привкуса я здесь не чувствую, все идеально в этом аромате, именно вот эта идеальная пудровая розочка. Обратите внимание, если вы любите такие ароматы, ну это идеальный аромат, настоящая какая-то вот симфония розы. Я даже для видео думала купить розы, но не купила. Аромат такой классический, пудровый, где великолепно исполняет соло. Именно вот молодая розочка, такая не густая, не маслянистая, как в ароматах Монталь, а именно такая звенящая, вот хрустальная. Ой, ее хочется вдыхать и вдыхать. У меня сразу, кстати, воспоминания, у моей мамы есть свеча с розочками, элегантная такая. И когда мы купили эту свечу, шел аромат вот такой розы, вот именно вот такой красивой, молодой розочки, хрустальной. Но потом, спустя где-то, может, лет 5 этот аромат испарился, но у меня в памяти до сих пор стоит этот аромат. И вот этот аромат Хлоя мне напомнил вот эту розу из детства, из юности, скорее всего. Вот спасибо консультанту в красивом зеленом платье, она порекомендовала отличный аромат, вот он у меня теперь в хотелках. Это самый розовый аромат, я считаю, самый розовый. Переходим уже к парфюмерии, именно аналогом к Sergio в Касамарати. Естественно, я мечтаю об оригинале Касамарати. Я, когда мы ездили в Турцию, я в первый раз увидела эти ароматы в Duty Free. И мне показались они фантастические флаконы. Видите, я даже с воздыханием говорю о них. И хочу я эти красивые флаконы с кисточкой, я все покажу. И думаю, вот я посмотрела их каталог у Этип, думаю, понюхаю, разнюхаю именно аналоги вот этого Ксерджов. И номер 4 аромат, который я попробовала, это Мефисто от Sergio Касамарати, причем Мефисто 1888, и код я записала для себя, это X1, ну вот Sergio с буквой X. Значит, это вообще мужской аромат, но я не делю парфюмерию по гендерному признаку, я люблю мужские ароматы иногда. Он выпущен в 2009 году, вообще он такой считается одеколоном, таким итальянским. Я люблю итальянскую парфюмерию тоже. Ну вот этот Sergio у меня тоже в хотелках, хочу я этот флакон шикарный, но решила вот аналоги понюхаю. Нюхаю я неправильно, вот держать за номерок. Буду нюхать. Кстати, очень приятно, что везде нанесено у них на блотерах именно название их вот этого бутика, не побоюсь сказать, парфюмерного бутика Этип. Все написано, можно ходить, нюхать, девушки стоят красивые, предлагают эти блотеры.
Значит, группа цитрусовые, фужерные. Видите, мы плавненько переходим. Верхние ноты грейпфрут, бергамот, лимон. То есть плавненько переходим от ароматов чистоты к ароматам уже таким одеколонистым. Средние ноты лаванда, ирис, роза. И базовые ноты мускус, сандал. И обратите опять внимание, в базе вирджинский кедр и амбра. То есть уже получается, что я тут выписала, третий аромат именно вот с этой амброй и вирджинским кедром. Да, третий аромат получается. То есть вот этот вирджинский кедр и амбра, он в Байредо африканский бал, он в Хлоэнд Хлоя, и он тоже Ксерджов. Конечно, интересно так изучать парфюмерию. Ну, что же тут за запах? Он такой резкий, он в сторону мужскую отдает запах дипломата, немного такой вот порошковый, запах чистоты, чувствуется пудра, немножко кислинки. Амбры я здесь не чувствую. Тонизирующий такой аромат, он чувственный, яркий. Здесь и лаванда хороша, она не замыливается, и нет вот этого ощущения мужской пены. Очень многие боятся мужской пены, аромата мужской пены в аромате, считают, что это типа дешево, наверное, я не знаю. Но здесь нет вот этого аромата мужской пены. Лаванда, ирис, да, я ощущаю, что здесь роза заявлена, есть она. Немного также мыла, пудры. Идеальный аромат. Напоминает дезодорант вообще из начала 90-х, поэтому лучше, наверное, если вы хотите вот этот аромат Мефисто, набаловаться, и может лучше и аналог приобрести, не тратить много денег. Ну, ради, конечно, упаковки, если есть деньги, это какой-то подарок, можно приобрести шикарные флаконы. Также мне напоминает этот аромат очень мною желанный Tom Ford For Men. Я обалдею от этого аромата, и мне Tom Ford For Men больше нравится, чем Мефисто. Он как-то круче звучит, Tom Ford. Вот если выбирать между Tom Ford For Men и Ксерджов, я бы выбрала Tom Ford. Ну, Мефисто, вот такие у меня впечатления. Переходим к аромату, аналогу под артикулом X2, тоже Ксерджов More Words. Больше, чем слова. Ну, действительно, этот аромат меня околдовал. Я долго думала, что мне взять, или Байредо Бланш, или вот этот Ксерджов More Words. Долго я его нюхала. Нравится он мне и в первом затесте, он мне понравился, и во втором, и, наверное, в третьем понравится. Может быть, и возьму. Кстати, забыла. Мефисто еще, знаете, что напоминает? Есть такие дорогие ароматы Creed, у меня был оригинал, и очень напоминает вот этот Мефисто, именно Creed Silver Mountain, очень напоминает. Кстати, Creed иногда очень ругают за то, что у них вот есть отзвуки вот этой мужской пены. У меня нет этих отзвуков, Creed'ов уважаю, аналоги тоже делают неплохие. Ну вот Ксерджов переходим опять подробненько, что пишут про это Ксерджов больше, чем слова. Для мужчин и женщин, это уже унисекс. Он мой фаворит, естественно. Группа «Восточные древесные», выпущен в 2012 году. И верхние ноты: ут, фруктовые ноты, цветочные ноты, ноты сердца. Это серая амбра. Не знаю, как можно так дешево купить аромат серой амброй. Добавили ли они в аналог, но раз меня этот аромат привлекает, может быть, здесь и есть эта серая амбра. Серая амбра есть, это кашалотики, а есть амбра вот такая вот янтарная, две амбры есть. Здесь серая амбра. Также здесь восточные ноты в нотах сердца и древесные ноты. Как видите, просто пишут ноты, то есть это секрет. И нижние ноты это лабданум и алибанум. Причем лабданум это цветок, а я заглянула, почитала алибанум, чтобы не путать, смола. Вообще состав вот этого аромата More Words, он держится в секрете, но, может быть, вы знаете, может, не знаете, есть специальные такие приборчики, которые определяют, из чего состоит аромат, поэтому работать тем, кто подделывает духи, очень легко. Есть такие приборы. Но для меня это, знаете, такой повидловый фруктово-сливочный ут. Очень стильный аромат. Да, здесь меня он привлекает, наверное, здесь есть какая-то амбра, красивая такая серая амбра. Будем думать, что это серая амбра с фруктами.
Название красивое, вот это достойное, запоминающееся Mosin Wets, это действительно так. Это самый уникальный такой вот аромат из тех, что мне довелось попробовать вообще у Ксерджов. Очень он манкий в целом, он на тему именно удовых ароматов, красивых, уютный он такой вот, качественный. Надеюсь, вам уютно со мной. Мне, конечно, уже от свечи жарко, мне очень жарко, но я люблю жару, поэтому буду сидеть и наслаждаться дымкой от Байреда. Ой, облачком этим порошком, ну, когда прикладываешь такой порошок. Ну, что касается Mosin Wets. Первое, конечно, что здесь выплывает, это вот этот натуральнейший такой вот уд, который потом размывается, становится каким-то мягким, аккуратным. Аккуратный аромат. Сначала такой он, сначала сладости не слышно, а потом появляется вот это вот амбра и вот этот цветочек лабданум. Да, он дает такой пудровый эффект на все ноты. Дело такое тонкое, как говорят, все-таки. Красивый такой сложный аромат. Для меня он может быть даже... Может, они вместо этой серой амбры янтарную амбру добавили. Может, янтарный он такой желтый. У меня ассоциация с янтарно-желтым цветом. Да, я люблю желтый цвет. И, кстати, сегодня, видите, даже серьги одела с лимонными топазами. Здесь у меня уже фианит желтый с Китая. На ручке тоже вот эти вот желтые топазы. Здесь уже желтые топазы. Очень люблю этот набор. И вот у меня этот аромат ассоциируется не с таким лимонным цветом, а именно с янтарно-желтой амброй какой-то. Погружает меня этот аромат в такое дорогое тепло предвечернего солнца. Как будто я сижу в Италии. Мне наливают винцо, которая тоже так блестит янтарно-желто. Ну и вообще, конечно, я хочу оригинал, но аналог тоже неплох. Все-таки свои олфакторные ощущения надо тоже как-то так развивать, так же, как это развивается, когда смотришь на картины, изучаешь кофе дорогой. Это важно, развивать вот это все, именно смотреть на шедевры. Поэтому я хочу, чтобы у меня в ручке был вот этот вот флакон Mosin Wets Ксерджов. Ну да ладно. Даже вот этот вот аналог, он как волшебный эликсир для меня. Самый вообще крутой аромат, я считаю, в клубной линейке вот этой вот Ксерджов. Хорошо такая скроенная удовая композиция. Это именно песня про уд, розу, какие-то вот вкусные деревяшки. Очень плотный замес смол во главе вот с этим вот лабданумом. Немного уда для глубины, чуть фруктовые ноты. Фруктовые ноты я не различаю, не знаю, что здесь за фруктовые ноты, это держится в секрете и у Тиба, и у Ксерджов. Похож он вообще, знаете, на кого? На Amouage Interlude. Есть такое, если я правильно произношу, опять же, я его слышала. Он, знаете, такие кисловатые фрукты, приятные цветы, много дерева, нет какого-то буйного востока. Именно такой, знаете, такая политкорректная унисексовая ниша, да. Коллекция вообще, вот эта вот Ксерджов Join the Club, она включает в себя, сейчас вспомню, 10 ароматов, которые представляют 10 разных клубов. И причем именно вот этот Mosin Wets, он представляет клуб писателей и поэтов. Ну да, я соглашусь, аналог неплохой. Ну и теперь, как же без Том Форда? Если я подхожу к аналоговой парфюмерии, я иногда очень делаю удачные Том Форды. И вот этот меня околдовал. Это какой же здесь артикул? T8 Tom Ford Black Orchid. Очень стильный аромат. Консультант сказал, что она вообще себе взяла 100 мл вот этой черной орхидеи. Если заглянуть к ним на сайт и почитать поподробнее,
то верхние ноты, как и на фраге у оригинала Tom Ford, у черной орхидеи, трюфель, гордения, черная смородина, иланг-иланг, жасмин, бергамот, мандарин и лимон. Вообще вот пирамида у черной орхидеи, она такая богатая. Ноты сердца — это орхидея, специи, гордения, фруктовые ноты, иланг-иланг, жасмин и лотос. Базовые ноты — это мексиканский шоколад. Он очень ценится. Пачули, ваниль, ладан, амбра, сандал, ветивер, белый мускус. Вообще у Том Форда шикарная база, у них есть свой ДНК. Ну и вот, когда я прикладываю к своему носику, да, я здесь чувствую вот этот один из самых провокационных ароматов этого дома Том Форд. Мне нравится этот аналог. Это для женщин скорее аромат, он вечерний, но не на каждый день, не на каждый день. Это горький шоколад, специи, смолы, запах леса после дождя, потрясающий аромат. Он очень стилючий, у Тиба тоже. На старте здесь, знаете, такая гордения, припыленная вот этим горьким шоколадом. Не знаю, у Тиба это мексиканский шоколад или нет, но будем надеяться, что да. Ради нот трюфеля я бы купила. У меня нет аромата с нотой трюфеля, насколько я знаю. И здесь также много специй, бальзамических нот. Мне это очень нравится, меня это как-то успокаивает. Также я люблю вот этот вот запах дорогущего черного шоколада, трюфелей. Я все мечтаю на день рождения, дорогущий шоколад и трюфели, очень дорогие, хочу побаловать себя. Вообще аромат такой вот шедевр. Это шкатулка с приятными сюрпризами для себя. Каждый раз, когда наносишь эту черную орхидею, постоянно разгадываешь, углубляешься в этот аромат, какая-то медитация для меня начинается. Вообще вот аромат с такой вот орхидейных таких нот, жгучих. Потом идет на смену вот этот вот именно трюфель, он такой немножечко солененький, водянистенький. Очень интересный аромат, великий аромат. Кстати, некоторые даже открыли для себя нишу, начиная с черной орхидеи. Если вы хотите открыть для себя нишу, при этом не затратив много денег, можете попробовать. У Этиба очень стильный аромат, я прям хочу. У меня прям ручки чешутся и ножки движутся, хотят двигаться, чтобы побежать в столицу и купить. Там есть сумочный вариант 15 мл, я бы обливалась им. Вот это я Байредо решила понюхать. Я все-таки люблю вот Том Форда большой любовью. И переходим опять к Том Форду. Это уже Том Форд Velvet Orchid, то есть вельветовая орхидея. Флакон у оригинала идет уже в красивом флаконе фиолетовом. Это артикул уже Т7. Этот аромат, он уже более такой, для меня более свежий, чем черная орхидея. ЧО еще кратко называют. Это уже вельветовая орхидея. ВО. Но здесь я у Этиба заметила один промах. Они назвали Том Форд вельветовая орхидея, но коробочку поместили на фото именно не Том Форд вельветовая орхидея, а Том Форд Velvet Orchid Lumiere. Вот такой казус. А ноты написали именно вельветовой орхидеей. Вот такое. Обратите внимание, Этиб, что у вас есть такая вот ошибочка. Так я спрашиваю у вас, это что у вас? Вельветовая орхидея или вельветовая орхидея Люмьер? Ну, я углубилась в эту тему. Да, для меня этот аромат тоже имеет место быть. Он очень красивый, такое колдовское зелье, он плотный, вкусный, такой красивая база, такой сладко-цветочно-бальзамический аромат. И обратите внимание, так как я не поняла, это что у них, вельветовая орхидея или Люмьер вельветовая орхидея, то вообще, если рассматривать эти два аромата в фиолетовом флаконе, то в вельветовой просто орхидеи там больше нот, чем вельветовая орхидея Люмьер. В Люмьере она какая-то более, может быть, разбавленная, не знаю, менее насыщенная, скажем так. Ну, я заглянула на фрагу, так как у них флакон у Этиба именно Люмьера, ноты вельветовой орхидеи, больше нот они написали у себя.
Ну, уже разберитесь, что у вас там. Поменяйте на сайте, чтобы было все в порядке. Так вот, я не поленилась и разобралась. Вот если разделить на два столбика, здесь поместить вельветовую орхидею, а здесь вельветовая орхидея люмьер, то что касается вельветовой орхидеи, у нее верхние ноты: ром, мед, мандарин, бергамот, средние ноты: черная орхидея, орхидея, жасмин, гелиотроп, гиацинт, розовое масло, нарцисс, магнолия, цветок апельсина. Базовые ноты: ваниль, мира, замша, сандал, перуанский бальзам, лабданум, то есть это цветочек такой беленький, лабданум, напоминаю. И выпущен в 2014 году парфюмер Келис Беккер. Кстати, я очень часто ее встречаю, она делает ароматы и для Киллиан, и, кстати, еще она делает ароматы для L'Occitane. Есть аромат Terre de Lumière, и там она тоже принимала участие, то есть очень известный парфюмер, мне нравятся от нее ароматы. Вот видите, такая богатая орхидея, именно фиолетовая просто, вот как они заявили у себя ноты. Этип. А теперь разберем именно вельвет орхидея, то, что они поместили по этому коду Т7 именно люмьер. Там более бедная пирамида, но не менее красивая. Верхние ноты: ром, мед, бергамот, мандарин, те же. Средние ноты: черная орхидея, роза и жасмин, все. И базовые ноты: мира, ваниль и сандал. Выпущен уже позже, в 2016 году. И версия люмьер, я ее ощущала в нашем крафте, то есть нюхала, она такая более сладкая, цветочная, скажем так, бальзамическая, с легкой алкогольной какой-то ноткой, более носибельная. Но я люблю насыщенные ароматы, поэтому меня больше тянет в сторону вельветовой орхидеи. Но здесь я так и не смогла понять, что здесь за орхидея. Может быть и люмьер. Ну, он такой аромат, этот вельветовая орхидея, он такой сладкий, терпкий. Лично я хочу им обливаться и чувствовать на себе вот эти цветы, мед, бальзамы разные, алкогольные нотки, шоколад. И мне нравится, как все-таки Том Форда делают, подделывают. Но теперь перейдем к спорному аромату, который мне не очень понравилось, как его подделали. То есть не то, что подделали, неправильное слово, аналог сделали. Следующий аромат рассмотрим, это Tom Ford Tobacco Vanille Unisex. У меня был этот аромат, я даже не поленюсь и покажу вам, схожу в другую комнату. Принесла я Tom Ford, привет-привет, он у меня закончился. Ой, ну он красив, он здесь красив с первого же вдыхания. Вот у них, когда они наносят на блотер, он, скажем так, очень табачный, очень табачный. Он не такой вкусный, не такой переливчатый, как оригинал. Здесь вот я признаю, ну, чтобы вы не думали, что я так вот восхищаюсь всеми ароматами и тип. Том Форд не повторили они, вот не слышу я Том Форда в их аромате. Том Форд здесь, он у них, у Этиба, заявлен тоже, что, ну, написано группа «Восточные пряные», я напомню, выпущен в 2007 году. Верхние ноты — это лист табака, пряности, средние ноты — ваниль, какао, бобы, тонка, цветок табака, базовые ноты — сухофрукты, древесные ноты. Но здесь я в этом аромате сразу, вот когда мне нанесли с первого захода, мне не понравилась вот эта табачность, какая-то вонючесть, очень такое... Табак очень ядреный. И потом как-то не раскрылась на мне, не чувствовала я ни сухофруктов, ни вишни, которая мне здесь раскрывалась в холодное время. Но потом при втором заходе в Этип девушка мне дала вот этот вот блотер, и он у нее уже полежал, как я поняла, и мне понравился, как он вот испарился, вот этот табак жгучий. Он, кстати, в каких здесь? В средних нотах. И здесь остались, наверное, древесные ноты на блотере, то есть базовые ноты. И они мне понравились. И я даже задумалась, что, может быть, мне купить сумочный вариант вот этого Tom Ford Tobacco Vanille. Но, скажу честно, мне не нравится, как подделывают и, то есть, делают аналоговую парфюмерию на Tobacco Vanille и другие бренды, представленные в Беларуси, такие как Азмирли. С-парфюм я не попробовала, вот как Азмирли мне не нравится. Не умеют они его еще вот повторить, но
он должен как-то то ли настояться, то ли его первый раз наносишь, бывает такое, вот Тициана Теренци, Лодан, наверное, наносишь, он такой вонючий, но потом такой красивый. И здесь, может быть, я иногда и получаю удовольствие от такого избыточного табака. Я, кстати, не курю. И камера у меня, к сожалению, уже разгружается, то есть перегрелась. А нужно еще обратить внимание на один аромат. Это уже следующий аромат Good Girl Gone Bad, легенда под артикулом К5 у них, то есть Kilian. У меня тоже есть оригинал этого аромата Good Girl Gone Bad by Kilian. Вот он, и шкатулочка есть. Подзарядила свою батарею, немножечко убрала волосы и принесла, кроме вот этой вот бутылочки, еще и шкатулочку. Вот у меня был такой шикарный когда-то подарок. Мне его не хотели, кстати, дарить. Считали, что сильно стервозно. Наверное, не ассоциировали меня со стервой, а мне хотелось ассоциироваться со стервой, поэтому все-таки мне подарили эту шкатулку. Сейчас здесь хранится разная мелочь интересная такая. И вот такая вот шкатулка. Но она реально красивая. По-моему, сейчас уже не продают в шкатулках, чтобы удешевить. Но вот я считаю, кстати, вот этот аромат, он был на мне вообще не стойкий. Ну, он быстро сходит с тела. А вот оригинал, то есть аналог, мне кажется, что очень хорошо повторили его. Здесь, если читать пирамиду, это аромат для женщин, основные аккорды цветочный, белые цветы, фруктовый, тубероза, желтые цветы. Группа цветочные, фруктовые в 2012 году выпущена. И верхние ноты в этом аромате. Смантус, жасмин, майская роза. Средние ноты это индийская тубероза, нарцисс, и базовые ноты амбра и кедр. Здесь при первом затесте, как и в оригинале, здесь действительно стартует жасмин, потом идет такой нарцисс, потом сигареты. Да, вот я чувствую сигареты из 90-х, какой-то такой аромат реально сигарет. Что это дает? Османтус, то ли в пирамиде. Ну, это действительно такой вот, что вот этот аромат, что оригинал, это такой белоцветочный аромат с такой теплой амброй, тубероза присутствует, он такой яркий, запоминающийся, действительно интимный, он такой вот беленький, как в упаковочке с золотинкой, универсально его можно и на работу, и на вечер, куда хочешь, и вообще я отношу эту парфюмерию к артизанальной парфюмерии, и есть сокращенное название этого аромата Good Girl Gone Bad, GGGB, да. Я люблю этот аромат именно за вот эту вот пломбирную туберозу с чертовщинкой, да. Много тут слышится йогурт с абрикосом. Вообще здесь, наверное, такой цветущий абрикос. Очень красивый аромат. Рекомендую, потому что аналог сделан очень качественно и реально напоминает оригинал. Ну, я не разнашивала. Вот спустя время не могу сказать, но с первого затеста на блотере мне очень понравилось. Я сразу услышала именно благородные нотки Килиана. Эти ароматы очень дорогие, сейчас они менее по средствам, естественно. Можно, если вспомнить о старом, купить аналог. 10-й аромат, который я хочу обозреть в коллекции Этип, это такой у него код странный. S3, почему-то со звездочкой, наверное, ниша, то есть подороже, ну ниша. Это аналог Sospira Erba Pura Unisex. Вот такой аромат. В первом затесте он мне не так сильно понравился, но я шла его ощутить. Мне хотелось его попробовать. Причем есть Erba Pura у Sospira, итальянская парфюмерия, а есть у Xerjoff, о котором я говорила ранее. Так вот, этот аромат, он для мужчин, для женщин, выпущен в 2013 году. Звук, я в эфире. Верхние ноты здесь апельсин, бергамот, лимон. Средние ноты это фруктовые ноты, базовые ноты это белый мускус, амбра и мадагаскарская ваниль. Причем я тоже заметила, что у Этиба на снимке
именно бирюзовый бархатный флакон, который попозже стал, в котором выпускается Саспира Эрбапура. А на фраге выставлен фиолетовый флакон, вот это Урбапуры, это старый выпуск. Ну, здесь они подсуетились, то есть они сделали фотографию вот этого именно бирюзового флакона Саспира. Это итальянский бренд Саспира Perfumes вообще, а это аналог. Рассмотрим этот же аналог. Да, здесь я чувствую вот этот зубодробительный мускус. Я люблю эти мускусы итальянские. На моей холодной коже они хороши, мне нравятся. А для многих это парфюмерный кошмар, для меня нет. Я могу под настроение, мне когда хочется фееричности, мне хочется много фруктов, вот этого мускуса, еще кое-чего, поэтому мне нравится. Много-много фруктов вперемешку с большим количеством мускуса. Это так и есть. Правильно я держу? Правильно. Там, где номерок. Также он такой, знаете, здесь такое вкусное направление, как у аромата Кассиопея, опять же, от итальянского бренда Тициано Теренцо, который я очень люблю. И теперь я хочу сравнить вот этот аромат Саспира Эрбапура, а есть еще Ксерджов. У Ксерджова они больше выражены мускусно такие фруктовые ноты, когда я вдыхала. Он как-то резче, шершавее, насыщеннее. Что касается Саспира Эрбапуры и аналога Саспира, то здесь аромат более мягкий, он такой бархатный, пудровый, мускус здесь не сильно выражен, он такой, знаете, гладенький, гладенький. Ксерджов, он быстрее уходит на коже в амбру, а вот именно Саспира Эрбапура и аналог, он дольше звучит фруктами. Такая какая-то шампунька. И мои ассоциации с этим ароматом, как я его представляю, то есть я представляю такой на большой тарелке нарезано много фруктов. Это манго, маракуйя, персики, абрикосы, что тут еще в пирамиде? Ну, не знаю, черная, может быть, смородина. Это все поставили вот на воздух, на солнце, на часик. Далее фрукты эти вот нагрелись, они источать стали сок. И этот сок из фруктов выдавили, все так смешалось воедино, затем положили стручок ванили, залили это все спрайтом, газировкой. И это вот и есть этот аромат Саспира Эрбапура. Вот, какой праздник! Эрбапура, да, это вот именно вот этот мускус шипучий. Шипучий, с кирки похож. У кирки только вот верхние ноты, они такие более ягодные, что ли. Здесь мускус шикарный, он такой дымящийся, он дымит сквозь эти фрукты. Потрясающий аромат, рекомендую к затесту. Следующее великолепие. Я, кстати, за этим ароматом тоже шла в Этип, только у них его увидела. Вот аромат Ксерджов, есть у них аналоги, нигде не видела аналогов. И вот этот Гермес Терра де Гермес. Код у него H13. Шла за запахом камней, разгоряченных на солнце. Ой, как меня эти камни покорили. Прочитала в Инстаграме, пошла к ним понюхать, затестить. Вообще этот аромат Гермес Терра Гермес, он аромат для мужчин. Группа «Древесные пряны» выпущен в 2006 году. Естественно, что же, думаю, там за такие горячие такие камни, что заявлено в пирамиде? Верхние ноты апельсин, грейпфрут, классика мужского парфюма. Средние ноты перец, такие необычные цветы, пеларгония и кремень или кремень. Ну, вот этот кремень здесь есть. Ой, я любительница минералов. У меня 3 слабости. Это парфюмерия, украшения или минералы еще, а также джинсовая одежда. Так вот, здесь кремень. Сразу хочется мне этот аромат. Да. Базовые ноты: ветивер, кедр, пачули и бензоин. И, кстати, вычитала на фраге, оказывается, у этого аромата есть награда. Я у Жадора только видела эту награду. Fifi Award Fragrance of the Year Men's Luxe 2007 год. Так вот, здесь есть вот эта минеральная нотка. И вот эта минеральная нотка, кремень, это расколотый какой-то керамический изолятор высоковольтной линии, да.
Вот я его чувствую. Терра, вообще этому аромату, я считаю, Гермесу, место в нише или в какой-то вот экспериментальной парфюмерии. В раскрытии напоминает очень нашумевший аромат ветивер молоко от Нихила. Очень хочу быть обладательницей этого аромата тоже. Вот он напоминает. Стартует типичным таким цитрусовым свежаком. Не просто так апельсин, грейпфрут. Потом цитрусы в начальных нотах источаются из вот под камня, из-под этой минеральной базы. Это красиво очень. Также я бы сказала, что этот аромат похож, знаете, на какой? Сейчас вспомню. Red Vetiver от Монталь. Очень напоминает этот Гермес. Здесь, знаете, шипры на современный лад такие. Вот шипры, приятная композиция цитруса, деревяшек на сладковатой вот базе. Да. Ветивер тут, наверное, сладенький, молочненький. Очень интересный аромат. Тоже рекомендую к затесту. Уже ради этого кремня можно пойти и понюхать. Неважно где. Или, может быть, в крафте представлен оригинал. Можно, в принципе, побаловаться и аналогом, только не было 15 мл. Так бы я себе купила и источала бы вот эту вот нотку кремниевую. Переходим к следующему аромату, на который я смотрела обзор у одного известного парфманьяка, и вот мне его захотелось. Я не слышала о нем. Это у них код B15 Bulgari Omnia Paraiba. Опять же, так как я люблю минералы, камни, драгоценности, Jewelry Addict, то есть помешанное на камнях. Мне очень нравится Параиба, его цвет, флакон, кстати, у Bulgari оформлен. Ну да ладно, я захотела почувствовать, что же такое вот от Bulgari это Параиба. Ну, для начала, это такой, знаете, вот бразильский аромат. Заявлено, кстати, на фраге, что это аромат для женщин. Группа цветочно-фруктовая, выпущен в 2015 году. Верхние ноты, вот опять же, маракуйя, горький апельсин. Средние ноты, необычный цветок, тоже в первый раз встречаю, страстоцвет. Я люблю такие необычные разные нотки. Ради необычной нотки я даже готова купить парфюм. И гордения в средних нотах. Два. Страстоцвет и гордения. В базовых нотах обалдеть. Какао и ветивер. Знаете, я читала отзывы на этот аромат Параиба. Тоже многим напоминает он вот этот мистер Мускул для стекол. Какое-то легендарное это средство. Почему у меня его нет? Надо купить, помыть свои зеркала и вдыхать. Что же это? Запахи чистоты. Во всех вот ароматах чистоты люди чувствуют вот этот именно, ну, если почитать фрагу, аромат стекол, для стекол, для мытья стекол Мускул, мистер Мускул. Так вот и Бареда им напоминает, и африканский бал, и что там, вот это вот от легендарный аромат Хлоя Хлоя напоминает. Что ж там такое? Ну вот это тоже, если почитать фрагу, аромат напоминает, ну, может быть. Здесь есть отзвуки стирального порошка, мне это нравится, поэтому я его и тещу. Также здесь корки мандаринок, может быть, какая-то витаминка шипучая чувствуется. Мне нравится эта шипучесть, он такой летний, сочный, легкий, пахнет каким-то уходом. Иногда вот хочется нанести на себя такой легкий порошочек, запах чистоты. Поэтому вот такие вот у меня парфюмы я обозрела. Даже моя батарея не выдержала на камере. Я думаю, вам было интересно изучать со мной вместе белорусские ароматы чистоты от Этип или их интерпретацию, новое прочтение, или как они делают вот эти вот аналоги. Какое ваше отношение вот этому бренду? Кстати, очень хорошо было упаковано, то есть девушка предложила упаковать ли вам в коробочку. Мне упаковали в эту вот в белую упаковку, также в мешочке все шло, все достойно, все заслуживает внимания. Вот такой мешочек, все приятно, приятно притрагивается к флакону. Вот мой Барета.
Напишите ваши отношения вообще к ароматам чистоты, к белорусской парфюмерии, к аналоговой парфюмерии, как вы ко всему этому относитесь. Мне будет очень интересно почитать комментарии. И на этой прекрасной ноте я с вами прощаюсь, говорю пока-пока, встретимся в комментариях, ставьте класс, если видео понравилось. Также я есть в социальных сетях и в запрет в Российской Федерации, Граме, Инстаграме и в Телеграме. Также у меня выходит видео на Яндекс.Дзен, но больше всего я люблю встречаться вместе с вами в комментариях в YouTube. До скорых встреч, пока-пока, уже скучаю.